Амелия Джонсон, 24-летняя выпускница факультета английской словесности Бостонского университета, была известна своей собранностью и тихой решимостью. Пока сверстники увлекались вечеринками и шумными компаниями, она проводила вечера за книгами, чаще всего в университетской библиотеке. Сдержанная, аккуратная, с волосами, всегда собранными в тугой пучок, она держалась особняком. Никто не помнил, чтобы Амелия когда-либо ходила на свидания. Ее миром были страницы и анализ текстов. Однажды на вечернем семинаре по современной литературе появился новый студент, 26-летний Алекс Картер, переведенный из другого вуза. Он сразу привлек внимание своим внешним видом: старая куртка, слегка потрепанные кеды и холщовая сумка с книгами. Несмотря на молчаливость, его аналитические замечания о Хемингуэе и Фолкнере были неожиданно точны и зрелы. Амелия невольно начала наблюдать за ним. Он был не похож на других, не демонстрировал эрудицию, но явно жил книгами. Через несколько недель он стал появляться в библиотеке в те же часы, что и она. Их взгляды иногда пересекались, но ни один не делал шаг навстречу. В какой-то момент Алекс начал оставаться в читальном зале дольше обычного, рядом с ней, пусть и за соседним столом. Амелия сначала игнорировала это, но вскоре заметила, что ему действительно нужна помощь с материалом курса. Тогда она начала ненавязчиво оставлять для него конспекты и пометки, аккуратно подсунутые в нужные книги на полке. Так незаметно между ними установилась связь не словом, а поступками. Они стали учиться вместе, проводить часы в библиотеке, разбирая сложные тексты и делясь мыслями. Он редко говорил о себе, но со временем Амелия узнала, что Алекс работает ночами, чтобы оплачивать учебу, и живет в съемной комнате в районе Джамейка-Плейн. Несмотря на его внешнюю сдержанность, в нем было нечто уязвимое, что постепенно сближало их. Она почувствовала, что может доверять ему больше, чем кому-либо. Постепенно их встречи стали не просто учебными. Однажды он признался, что не всегда был студентом. Несколько лет назад он бросил школу, прошел через множество трудностей и только недавно вернулся к образованию. Его мать когда-то работала в этом же университете уборщицей, и он хотел доказать себе, что может добиться большего. Эта история потрясла Амелию. Она поняла, что перед ней не просто студент, а человек, прошедший путь, который ей никогда не снился. Он не просил жалости, он просто был собой. Они продолжили встречаться. Теперь не только в библиотеке. Бостон стал их городом, вечерние прогулки по набережной Чарльз-Ривер, кофе на Кембридж-стрит, книги, которые они обсуждали часами. И хотя их пути были разными, они оба оказались в точке, где могли начать новую главу вместе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.